Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у меня очень интересный товар. Значит, приехал просто в такой вот картонной, видите, коробке. Итак, вынимаем рукоятка. Вот такая мощная, крепкая, большая рукоятка. Вынимаем какие-то бумаженцы. Значит, техподдержка опять. Если вдруг кому, не дай бог, понадобится, сканируйте, переходите, обращайтесь. Так, ну и вот такой вот буклетик, я бы сказал, рекламный. Что у них здесь? Гайковер, цепная, пистолет, трещотка. Ну, короче, перечислены какие есть инструменты. Я, по-моему, такой буклетик уже в одном из своих видео показывал. Ну и, грубо говоря, сам шуруповерт, который упакован в пупырку. И, соответственно, все это приехало ко мне просто, как вы видите, тушкой, без аккумулятора. Что я хочу сказать? Очень интересный шуруповерт. До того интересный, что мне он понравился даже больше, чем Heimerdinger 180. Вот, поехали. Значит, по сборке вообще никаких нареканий и замечаний нет. Опять же, шов виден, как я всегда говорю, но никак абсолютно нигде не чувствуется. Облоя никакого нет, сборка на отлично. Вот такой вот шуруповертик. Дизайном напоминает чем-то Heimer 180, но здесь заложены функции просто как у самолета. Итак, из основных функций у нас, как всегда, первая, вторая передача. Значит, шуруповерт, дрель и сверление с ударом. Все понятно и отлично. Очень удобно браться. Вот так вот пальцами с двух сторон. Трещотка, то есть колесо усилий. Очень классно все это дело позиционируется. Четко, точно, аккуратно, без всяких промахов. Имеется у нас сколько? 20 усилий. И самое интересное, что здесь, друзья, как я уже сказал, реализована функция, как у самолета. Берем комплектный аккумулятор от Гайковерта 6 ампер, поскольку мне приехала тушка. Все это дело подключаем и поехали. Значит, смотрим. Подсветочка светит в рабочую зону без каких-либо теней и затемнений. Намного удобнее и лучше, но опять же вы сами все понимаете, нежели эта подсветка у нас была вот в этой вот зоне. Плюс ко всему, допустим, первая скорость, и смотрите, что на первой скорости мы можем делать 3 скорости, то есть управлять кнопками. Здесь, друзья, 2 кнопочки. Эти 2 кнопки работают одинаково, то есть можем нажимать не то левой, не то правой, и будем работать одинаково. Итак, первая скорость включена, вторая скорость включена, и помимо всех скоростей мы можем скоростью управлять курком. На второй скорости, вот, на первой передаче, на второй скорости, вот минимальные обороты. Третья скорость и минимальные обороты. Еще раз первую скорость я покажу. Вот. Максимальные обороты первой скорости и минимальные сейчас продемонстрирую. Вот еле-еле душа в теле. И, соответственно, чем больше нажимаем, тем больше получаем скорость на выходе. Это еще не все. Допустим, у нас третья скорость включена. И здесь есть гироскоп. То есть, ну, по-вашему, кикбэк, да? Очень четкие, очень, друзья, четкие сработки. Вот кикбэк, у нас горит эта лампочка. Если нам надо его выключить, нажимаем кнопку любую, удерживаем, кикбэк выключаем. Не работает кикбэк. Надо кикбэк, нажали, подержали, включили, лампочка загорелась. Но помимо всего этого, опять же, эти же 3 скорости у нас есть и на второй передаче. То есть получаем мы всего 6 скоростей. Что на заворот, что на отворот. Класс, класс. Согласен. Помимо всего этого, смотрите, загорелась лампочка импульс. Что такое лампочка импульс? Смотрим. То есть, вот включили мы, допустим, скорость какую-то. И вот такой пульсацией у нас происходит закручивание. На большей скорости. И дальше уже идет постоянная скорость, то есть до определенного количества оборотов. Это замечательно, клянусь Богом. Вот, не знаю, для чего этот импульс, допустим,
Мне в хозяйстве нигде не пригождался, но опять же, если он здесь есть, значит это все классно и кому-то, видимо, это надо. А вот кому это надо, друзья, пожалуйста, отпишитесь в комментариях и для каких целей. Ну, я понимаю, на маленьких оборотах там где-то чего-то подкрутить потихонечку, может быть, да. Ну, есть и есть, класс. Ну, а теперь что? Мы с вами, наверное, давайте на первой скорости включим первую скорость. И будем измерять обороты. Значит, смотрите, на первой скорости у нас на первой передаче первая скорость до 320 оборотов, вторая скорость до 420 оборотов и третья скорость до 520 оборотов. Собственно говоря, давайте мы с вами это все дело и будем проверять. Блокировка отличная есть, патрон не провернуть, стоит как вкопанный. Щелк, все. Итак, первая скорость. Давайте сразу, знаете что, проверим, есть ли память. Первая скорость как была, так и осталась. Давайте вторую скорость. Ну, якобы поработали, отключили, сняли аккумулятор, разрядили все, врубили, поехали. На второй скорости память присутствует. Ну и поехали тогда сначала. Итак, первая скорость первой передачи, будем так называть, да? Погнали. У нас заявление до 320 оборотов. Мы имеем 250, немножко не дотягивает. Итак, вторую скорость врубаем. Вторая скорость первой передачи. Погнали. Ну, а здесь уже, грубо говоря, 320, а должно быть 420. И третья скорость первой передачи. Поехали. Ну, 400 оборотов. Должно быть 520. Грубо говоря, плюс-минус производитель, наверное, обманулся на 100 оборотов. То есть я вам показываю, что здесь в реале есть. Ну и мне кажется, раз это шуруповерт, то на первой скорости этих оборотов и хорошо, что меньше, нежели заявлено. Так как заявлено минимум 320, мы получили минимум, там, по-моему, 250. И это я считаю супер. То есть бывает, надо вот еле-еле что-нибудь там покрутить. И чем меньше скорость на первой передаче, тем это лучше. Ну а теперь врубаем вторую передачу. На второй передаче врубаем первую скорость. Надеюсь, вам видно. И у нас заявлено 1250. Поехали. А у нас в реале 900, ну, будем говорить, 70 оборотов. Тоже как бы нехватка. Итак, вторая скорость. Должно быть 1650. А у нас, как по заявлению первой скорости, 1200, грубо 50. Ну и третья скорость. Должно быть сколько у нас? 2000. Ну, а имеем 1570. И я, друзья, считаю, вот это тот самый, наверное, случай, когда в реалии лучше, чем заявлено. Потому что, ну, это шуруповерт, и зачем ему такие большие обороты? Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, а кто не согласен, тот не согласен. Вот, все это дело мы промерили, друзья. Посмотрели. И теперь что? Давайте, наверное, все это дело мы взвесим, наверное, с аккумулятором шестеркой. Ну, другого у меня нету от Shark Pro. Поэтому давайте. Полностью все в сборе. 2530, 529. И давайте сюда примайстырим еще рукоятку. Опа. И получаем вес шуруповерта 2 килограмма 823 грамма. Кому интересно, конечно же, я сделаю развесовочку без аккумулятор. Ага, ты падать хочешь. Вот так ты не упадешь, наверное. Итого 1685 грамм. Ну и отдельно давайте взвесим рукоятку, чтобы вам было понятно. 295 грамм. На этом все. Значит, что заявляет производитель? Производитель сам заявляет, что для получения полной или максимальной мощности от данного гайковерта
он сам говорит, что лучше использовать аккумуляторы на, соответственно, ячейках 21700. Ну и, соответственно, высокотоковых. А еще лучше таблес. Вот это вот честно, откровенно написано на странице магазина. Ну и что у нас получается у данного шуруповертика? Значит, защита от переразряда у нас 15 вольт. Но, наверное, скорее это работает не здесь, а скорее, наверное, все-таки в аккумуляторе. Хотя, может быть, и в контроллере заложена такая защита. Что касаемо механической части на второй передаче, именно так написано. Значит, вторая передача, первая скорость у нас ток 60 ампер, вторая скорость 70 и третья скорость 80 ампер. То есть вот такой вот мощный агрегат. Все это дело, конечно же, проверить мне есть чем, в принципе, но я не знаю на чем. На глухаре это все дело не проверишь, поэтому, наверное, поверим это все дело продавцу, вернее, даже не продавцу, а производителю на слово. Теперь подразберем немножко этого малыша. Давайте зачитаем еще, что у нас здесь написано. Возьму-ка я Ачечи. Да, то же самое, от 320 до 2000 оборотов. Модель Arctic 190. Подразумевается вот крутящий момент 190 ньютон. Ну и максимальное сверло 13 миллиметров. В принципе, как везде и как всегда. Ну, а минимум, наверное, полмиллиметра сюда войдет. Вот, но не меньше, чем полмиллиметра. Может быть, даже миллиметр. Друзья, уже мерить не буду эти сверла искать. Я думаю, и так прекрасно все понятно. Значит, разбираем, смотрим, что у него там во внутрях, как я говорю, да. Разобрал я, раскрутил полностью наш вот этот вот шуруповертик. Но опять же, вот крышечку я снял, и крышка является опорой подшипника ротора. И логически, раз у нас крыльчатка здесь, то ротор мы с вами должны вытянуть. Опа! Вытянули ротор, и ротор у нас, смотрите, уже немножко увеличен, насколько я помню. Берем штангенциркуль, берем весы, потому что люди просят, все взвешивай. 154 грамма, 155 грамм весит наш ротор. На роторе есть маркировочка. Вот, читайте, кому интересно. Значит, что у нас по штангену нолик. И давайте смотрим полную длину ротора. 69-66. Вот такой вот агрессивный зубчик, шестеренка. Что у нас по подшипникам? 16 миллиметров, по-моему. Да, 16 миллиметров подшипничек. Видите, на подшипничке даже уже есть смазочка. Это по ходу с редуктора. Здесь тоже 16 миллиметров подшипник. По металлу наш движок, так, 3 сантиметра. Вот как я и говорю, это все дело удлиненное. Ну и диаметр по ходу 26 миллиметров, да, 25-79. Ну, будем считать 26. Вот такой вот у нас с вами ротор. Ну, а теперь давайте снимать, пробовать редуктор. Редуктор не снимается, поэтому все это дело мы с вами будем делить. Если опять, конечно же, не забыл какой-нибудь винтик открутить, что, собственно говоря, со мной происходит часто. Так, есть контакт, и здесь нам надо подержать и перевернуть. Пластик просто толстезный. Я даже померяю вот эту вот часть на нули. Смотри, почти 5,7 миллиметра пластик. Вот. Ужасно толстый, классный, качественный. Короче, этот пластик, ну вот немножко только, смотрите. Я его могу скрутить. Супер, супер инструмент. Не зря он мне, друзья, понравился. Так, снимаем редуктор. Ну, друзья, редуктор, я вам честно скажу, мне так не хочется крутить, все эти потом шестерни собирать. Я думаю, все прекрасно знаете, как это все дело устроено. По-моему, я в каком-то видео даже разбирал. Хотя уже сам не помню, когда и где. Но давайте всю эту вот балдовешку вместе с патроном мы с вами взвесим. 826 грамм весит вот эта вот часть. То есть редуктор плюс патрон.
Есть такое дело. Ну и смотрим электрическую часть. У нас здесь что? Башмачок токосъемный с отличной пайкой. Просто отличной пайкой. Под, опять же, аккумулятор Makita. Вот такой вот контроллер. Так, давайте-ка я, наверное, вытяну. А нет, кнопочка здесь одна, но нажимается, видите, можно и здесь прожать, и здесь. Но кнопка одна. Я немножко ошибся. Хотя я когда нажимал вот на эту вот надпись BL, оно тоже прогибалось и тоже, как бы, собственно говоря, нажималось. Вот такой вот контроллер. Что ты не вылазишь? Контроллер. Так, маркировочка есть. Сейчас покажу. Вот такая маркировка. Тяжелый, кстати, увесистый контроллер. Отлично. Запихиваем его на свое законное место. Ну, светодиодик подсветки здесь, соответственно, установлен. Вот такая вот кнопочка с такой маркировочкой. Может быть, кому-то будет полезно. Ну и вот такой вот движок. Собственно говоря, сколько он тут у нас? Если мерять по металлу. Ну, то же самое, видите, как и ротор. 3 сантиметра. А если измерять уже нам диаметр, то 52 миллиметра. Вот, 3 вида движка пока мне попадалось. 48, 50, 52. Вот этот самый большой. 52 миллиметра. Так, конечно же, мы с вами сейчас попробуем померить обмотку. И вот этот вот проводок прекрасно подходит для этой цели. На циферблате нолик. И давайте как бы... Опа! Ну тоже 1,1 мм провод. Вот эти 7 соток можно отбросить на лак. И мы получим примерно 1,1 мм. Вот как-то так. Движок бесщеточный. Опять же асинхронный. Шестиобмоточный. Трехфазный. Провода, как всегда и как обычно, идут вот такие вот силиконовые. Отличные. Ну и сборка, вы сами видите, какая превосходная сборка. Все красиво уложено. Ничего лишнего, ничего не пережато, не перебито. Как-то так. Собираю все это дело, конечно же, я к первоначальному виду. И посмотрим, прикрутим рукояточку. Ну что ж, друзья, собрал я полностью наш шуруповерт. Включаем. Проверяем. В обратку я вам тоже рассказывал, что у нас можем изменять скорость. А импульс тоже и в обратку. Шикарно. Ну что ж, проверяем. Так, я аккумулятор сниму. И давайте повесим рукоятку. Рукоятка, вы видите, какая мощная. Отличная. И посмотрим, как она будет хватать. Хватает она 2 зубами сразу. Я так понимаю, да. Она сюда и сюда входит. И сюда соответственно. То есть может меняться как на левую руку, так и на правую. Давайте мы сделаем под правшу, то есть под правую руку рукояточку. Хоп. И соответственно зажимаем. Будем пользоваться с рукояткой. Да, мощь. Эту рукоятку, друзья, никогда и ни за что уже не вырвет. Что бывает, соответственно, в более дешевых моделях шуруповертов. Вот так это все дело выглядит. Легко одевается и, соответственно, легко снимается. Ага, вот, смотрите. Рукоятка начала откручиваться. Не откручивает вал, а она сама откручивается. Давайте открутим, посмотрим, что там и как. Как мы видим, там впрессована не то гайка, не то втулка. Вот, наверное, все-таки втулка, потому что металл виднеется с этой стороны. Или все-таки гайка. Ну, короче, неважно. Все это дело туда впрессовано металлическое. Вот, но единственный минус: за рукоятку мы с вами открутить уже не смогли. Не смогли. Но сейчас, секунду, покажу. Берем фонарик. И я вижу, что там торчит резьба. Я думаю, вам тоже видно, хотя не фокусируется. Вот. И отсюда можно набросить, друзья, гаечку и законтрагаять. И будет шикардос.
А так, пока нам надо брать ключик на 10. Здесь есть две лысочки. Надеюсь, вам видны. О, видны. И со второй стороны тоже лысочка. И ключиком на 10, уже если... Не понял. Ой, это на 9, извиняюсь. На 10. И уже ключиком на 10 мы можем все это дело раскрутить. Ну, я пока не буду. Сделали и сделали. Ну что, пошли на улицу, наверное. Так, ну что, народ, попробуем сразу его на бетоне. Итак, включаем режим сверления с ударом. Сверло 8 миллиметров. Мой подопытный бордюрный камень, как я всегда говорю, заводской пропарки и прожарки, то есть твердый. Ну что, поехали пробовать. Ну и вторая передача. Смотрите, взял аккумулятор и не защелкнул до конца. Едем дальше. Ой, не то. Ладно, берем новое отверстие. Ну вот как-то так. Такой промежуток короткий времени, и, соответственно, мы полностью сверло вогнали в бетон. Как я всегда говорю, для таких целей есть специнструмент, называется перфоратор. Но, опять же, если вам надо 1, 2, 3, там, 5, ну пускай 6 отверстий, где-то 8, 6 в доме повесить картину, нам не надо идти за перфоратором. Все это дело может сделать шуруповерт. Короче, народ, следующий тест я решил сделать на аккумуляторе Tabless 21700. Это аккумулятор от TPCell, ровно так, как рекомендует производитель, как у него написано в карточке магазина. Для этого я присобачил свой бур, который из прошлого видео вы все, наверное, видели, и который я сделал случайным образом в левую сторону. Вот и проверим сейчас режим кикбека. Значит, что у нас включено? Включена первая передача. А давайте на максимальной передаче. На второй. И включен режим сверления. Левые обороты, поскольку бур левый. Так, кикбэк. Кикбэк у нас включен. Ну, давайте вот на твердой земле одной рукой будем пробовать сверлить. Поехали. Хоп. Пожалуйста, кнопку держу по сию секунду. Еще разок. Вот. И никуда не идет. Выкручиваю назад, смотрим. Рывок, стоп. И поехала. Еще разок. Левые обороты, погнали. Хоп. Одна рука, видите, никуда ничего не завернула, не вывернула. И можем нажимать, видите. Очень четкие сработки. Просто изумительно и шикарно. И все. Тест пройден, класс. Принес я саморезик один, да. И я хочу что попробовать, в принципе, и показать вам, что получается у нас при импульсном режиме. Вот, одеваем саморезик на биту и пробуем в импульсном режиме закрутить. И вот, наверное, этот режим полезен, когда мы... Когда мы немножечко не до конца закрутили саморез, шляпку, и нам надо шляпку подтопить. Давайте попробуем. Ой, это я откручиваю. Хоп! И у нас шляпка заподлицо. Ну, возможно, да, для этих целей. Поэтому я точно не знаю, друзья. Отписывайтесь, кому для чего нужен данный режим импульса. Так, видите, все просто зачетно. Ну что ж, теперь что делаем? Берем головку М13. Так, включаем, наверное, режим, да, сверления. Первая передача. И вот эту вот палку я хочу прикрутить к пеньку. Вот такими глухарями, по-моему, сколько тут, 80 или 90 миллиметров. Под ключ на 13. Давайте смотреть, что получится.
Так, для чего мне это надо? Чтобы перевернуть и ногами стать на эту палку. Чтобы удержать колодку. Когда будем загонять глухарь 20 сантиметров. Так, еще немножко. Так, и, наверное, эту. Так, все, это сделали. Переворачиваем колодку. О, стану ногами. Меняем головку на 17. И глухарик берем. Так, дайте гляну. Видно все на 20. 20 сантиметров. Так, и мы, наверное, поскольку я ток, друзья, вам показать не могу, мы с вами посмотрим пик, чтобы как-то понять, что эта машинка потребляет. Вот, одеваем приборчик. Пускай, наверное, тут лежит. Опа! И я вам покажу пиковое значение. Так, очень, конечно, плохо все это качается. Ну, вот как-то так. Ну что, поехали куда-нибудь сюда. Его засадим. Колодка сухая, вошел без особого напряга. Так, и как это мне все дело вам показать? Сейчас сам посмотрю, что у нас тут получилось. Ну, в принципе, друзья, не особо-то и много ему понадобилось. То есть, смотрите, получается 40 ампер в пике было. Ой, что я вам показываю? Так, что ж тут, как тут? Это все надо держать в руках. Вот. 40 ампер, по-моему, да? У нас было в пике 700 что ли, 86, не то 736 ватт. Вот так, наверное, будет видней. Ну и вот этот глухарик, видите, он загнал просто налегке. Так, значит, глухарик я выкручивать им не буду, друзья. И вам не рекомендую шуруповертами выкручивать глухари. Вот когда они так сильно сидят. Почему? Потому что может оборвать крепящий винт с левой резьбой, который крепит патрон. И патрон открутится. Поэтому для этих целей используем гайковертик. И, наверное, попробуем мы с вами загнать еще разок. Сделаю сброс. Колодка-то сухая, но я не знаю просто куда-то все дело можно, друзья, вкрутить, чтобы как-то вам продемонстрировать. Ах ты, а он горячий. Горячий. Так, ну что ж, пробуем еще разок. Давайте куда-нибудь уже сюда. Поехали. Он, в принципе-то, особо и не напрягается, производя вот такую работу. Так, смотрим, что у нас там по показаниям. О, уже почти 51 ампер. Уже почти 51 ампер. Надеюсь, хоть как-то да видно. Кругом блики. Да, и что по мощности почти киловатт. И он абсолютно не напрягался, друзья. Так, народ, что сказать в заключении? Машинка просто зверская, просто зверюга, да? Вот. Сколько он проработает, опять же, покажет только время. Но, судя по тем же китайским инструментам, 6-летней практически давности, уже 5 плюс лет, вот мой самый первый гайковертик работает из Китая. Ну, модель, конечно, не Shark Pro, Heimerdinger, но чем больше я делаю обзоров, тем вы сами видите, что техника идет вперед. Сборка круче, все круче, функции навалено здесь просто неимоверно. Вот эти вот пульсы, кикбеки. Короче,
Нет слов, одни мысли. Зачетный аппарат. Вот, как всегда, ссылочка, кому интересно, будет в описании к видео. Ну, а на сегодня будем с вами прощаться. Всех благ, крепкого здоровья. До новых видео. Пока. Спасибо за внимание.